Сегодня будем делать зажигалку. На первый взгляд она работает без бензина и газа. Приветствую вас на канале Левша. Берем алюминиевую болванку довольно большого диаметра для такого маленького хоббийного станка, но попробуем ее обработать. Корпус зажигалки цилиндрический с отверстием по центру. Должно создаваться впечатление, что он цельный. Вначале по центру сверлим отверстие и будем растачивать резцом до нужного диаметра. В оставшейся части полого цилиндра делаем углубление. Это будет скрытая емкость зажигалки. Также протачиваем под две уплотнительные прокладки. Нарезаем скрытую внутреннюю резьбу. Цифровые линейки в этом очень сильно помогают. Отрезаем с запасом для последующей обработки обратной стороны. Из оставшейся заготовки вытачиваем крышку. Способ такой же, но резьба соответственно противоположная. Это углубление должно полностью соответствовать внутреннему, для того, чтобы крышка плотно прилегала. А далее резцом просто убираем все лишнее. Нарезаем резьбу в крышке, но с основания ее пока не срезаем. Проверяем точность соединения. Все нормально. Можно проточить обратную сторону корпуса. Начисто обрабатываем наружный диаметр крышки вместе с корпусом. В том месте, где крышка будет срезаться, делаем углубление. Далее проходим накаткой. Для симметрии проходим накаткой и с наружной стороны корпуса. Теперь можно срезать нашу деталь с основания. Примеряем две резиновые прокладки. Я их сделал из пасиков для радиоаппаратуры, которые купил на AliExpress. Большую часть своих расходников и радиодеталей я покупаю именно там. Есть хороший плагин, называется AliHelper. После установки, когда находим нужный нам товар, слева внизу появляется плавающая панель. Здесь можно посмотреть рейтинг продавца, аналитику по ценам и полезные подсказки перед покупкой. Например, рейтинг данного продавца всего 65%, и Helper подсказывает почему. Возможно, не все покупатели довольны общением с продавцом, или же описание товара не соответствует действительности и так далее. Тут с рейтингом все в порядке, и на вкладке графика можно посмотреть динамику цены.
Мы видим, в сентябре-октябре шлифмашинка стоила примерно $35, в августе около 40, а вот в ноябре уже почти 44. Продавцы часто так делают, поднимают цену перед распродажами, чтобы потом делать якобы хорошую скидку. Кстати, 11 ноября на Али будет распродажа, и возможно с этим связано новое повышение цен. Нажимаем кнопку «Следить за ценой», товар добавляется в избранное, и Helper сам подскажет, когда снизится цена для более выгодной покупки. Да, и Helper совместим со всеми известными кэшбэк-сервисами и имеет удобное меню. На мой взгляд, это очень интересный инструмент. Ссылку на установку я оставлю в описании. Сверлим отверстие, нарезаем в нем резьбу, и здесь будет располагаться хитрая горелка. Основание горелки будет латунным, верхнюю же часть сделаем полностью из нержавеющей стали, так как она хорошо выдерживает температуру. Нарезаем резьбу на той части, которая будет вворачиваться в корпус зажигалки. Отверстие для фитиля делаем не сквозным, это будет часть секрета. Нарезаем еще одну резьбу большего диаметра, сюда будет наворачиваться верхняя часть горелки. Оставляем небольшой запас для уплотнительного кольца и срезаем. С обратной стороны отверстие сверлим глубже, так чтобы оно доходило до центра корпуса зажигалки. Из прутка нержавейки изготавливаем верхнюю часть. Здесь также нарезаем резьбу для надежного соединения. Все заходит довольно плотно, не люфтит, что и требовалось от этого соединения. Рассверливаем верхнюю часть сопла сверлом меньшего диаметра, таким образом там получится небольшой выступ для фиксации сеточки внутри. Шлифовальной насадкой прорезаем два окошка для подачи кислорода и искры. Ну и, как всегда, шлифовка и полировка. Собираем наши сопла и обрабатываем верхнюю часть. Отрезаем небольшую полоску сетки из нержавейки и выгибаем по внутреннему диаметру сопла. В собранном виде сеточка очень хорошо фиксируется в нужном положении. Открыл для себя очень интересный клей, правда сильно вонючий, но зато быстро и надежно соединяет металл-металл. Эту деталь пока отложим и будем изготавливать систему поджига.
Здесь все будет стандартно: колесико, кремень и пружина. В предыдущем видео про зажигалку я все это делал вручную, ну а тут немного разленился. Винт крепления колесика сделал без большой головки, просто прорезал в нем паз. Пока тестировал, узнал, что оказывается можно пускать дымовые круги зажигалкой. Нижнюю часть протачиваем, также нарежем здесь потом резьбу, и она будет вворачиваться в корпус. При сборке одно неловкое движение, и кремень с пружиной больше не найдешь. Отверстие для этой детали делаем не сквозным. Изготавливаем гайку, которая будет спрятана внутри корпуса. Отверстие под фитиль мы сверлили до середины. В этом месте нужно будет сделать еще одно отверстие в бок. Эта гайка будет не внутри корпуса, поэтому делаем ее декоративнее. Эти отверстия никакой полезной функции не выполняют, просто для красоты. Если у вас есть идеи, как защитить латунь от окисления, можете написать в комментарии. Изготавливаем колпачок для защиты горючего от испарения. Это резиновое кольцо нужно для фиксации колпачка в нужном положении. Сверлим последнее отверстие для одной единственной ножки. Ножка одна, потому как центр тяжести смещен, и ее будет вполне достаточно. Все детали готовы, можно приступать к сборке. Каждую резьбу промазываем клеем, чтобы не было протечек. Бензин для зажигалок очень текуч. Весь процесс промазывания клеем показывать не буду. Клей очень быстро схватывается, и на съемку времени не останется. Идея очень проста. Фитиль заходит сверху и уходит в сторону в корпус, а снизу псевдофитиль, хотя кажется, что он цельный. Это кольцо для защиты от протечки и испарения.
После схватывания излишки клея нужно убрать, иначе потом будет намного сложнее. Вывести фитиль в сторону оказалось не очень просто, но все-таки он поддался. Конец псевдофитиля смазываем клеем и вставляем, будто бы он цельный. Можно было бы обходиться и без ваты, но тогда будет слышно плескание горючего, а у нас как бы зажигалка должна быть без горючего. Заправляем, естественно, не воздухом, а бензином и плотно вворачиваем верхнюю крышку. Надеюсь, идею вы поняли. Кажется, что корпус цельнометаллический, а фитиль просто висит в воздухе, но тем не менее горит. Можно придумать целую легенду, как из воздуха образуется горючее. В общем, глазу приятно, а вот курить я не советую. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и шутите по-доброму. Пока-пока.